Всех приветствую на канале. Сегодня мы будем вязать очень крутой узор на спицах. Это вот такой вот колосок. Он вяжется как араны. Сейчас покажу вам изнаночную сторону. Классный узор, будет здорово смотреться на свитерах или на жилетах. Давайте начинать. Сам колосок занимает 23 петли, но обязательно будут нужны петли изнаночные по краям, чтобы отделить колосок от основных узоров. Я набрала 2 изнаночные с одной стороны, 2 изнаночные с другой стороны и еще 2 кромочные. То есть у меня набрано 27 петель на сам колосок, считая изнаночные дорожки по краям, и кромочные. Первый ряд будет установочным. Кромочную я снимаю. Вяжу 2 лицевые. Это как раз та самая изнаночная гладь, которая будет по краям от колоска. Затем 2 изнаночные. 6 лицевых, две изнаночные, 1 лицевая, 1 изнаночная, 1 лицевая, 2 изнаночные, 6 лицевых, 2 изнаночные, и остаются петли изнаночной глади и кромочная. На этом установочный ряд готов. Если вы вяжете узор по кругу, то все вяжите наоборот. То есть там, где я вязала изнаночные, вяжите лицевые, где лицевые, вяжите изнаночные. Приступаем к вязанию второго ряда. Кромочную я снимаю, провязываю петли изнаночной глади возле колоска. Дальше начинается сам колосок. 2 лицевые, 4 изнаночные, следующие пары петель необходимо поменять местами. Нить перед работой. Переснимаю на правую спицу 2 изнаночные петли, провязываю 2 лицевые. Теперь поднимаю эти 2 изнаночные петли. Вернула их на левую спицу и эти изнаночные петли провязываю лицевыми. Затем 1 изнаночная, 1 лицевая, 1 изнаночная. Вновь следующие пары петель меняю местами. Нить за работой. Лицевые снимаю. Следующие 2 изнаночные вяжу лицевыми. Теперь возвращаю эти 2 лицевые не провязанные на левую спицу. И также их провязываю лицевыми. Затем 4 изнаночных. Две лицевые. И остаются петли изнаночной глади. У меня 2 изнаночных и кромочная. Разворачиваем вязание. И третий ряд вяжем просто по рисунку. То есть лицевые петли лицевыми, изнаночные изнаночными. Я закончила изнаночный ряд. Разворачиваем вязание. 4-й ряд. Кромочная. Изнаночная гладь. И приступаем к вязанию колоска. 2 лицевые. 2 изнаночные. Вновь следующие пары петель меняем местами. Нить перед работой. 2 изнаночные переснимаем, вяжем 2 лицевые. Затем изнаночные возвращаем на левую спицу. И провязываем их изнаночными. Дальше 2 лицевые. Изнаночная, лицевая, изнаночная, 2 лицевые,
И следующие пары петель меняем местами. Нить за работой, лицевые сняла, вяжу 2 изнаночные, возвращаю лицевые не провязанные на левую спицу, вяжу их лицевыми, 2 изнаночные и 2 лицевые. Все, дальше идут петли изнаночной глади и кромочная. Разворачиваем вязание, изнаночный ряд вяжем по рисунку. Изнаночный ряд готов. Разворачиваем вязание, 6-й ряд. Кромочную сняли, вяжем изнаночную гладь. Приступаем к вязанию колоска. 2 лицевые. Опять пару петель также меняем местами. Изнаночные убираем, вяжем 2 лицевые. Затем изнаночные возвращаем на левую спицу и провязываем их изнаночными. 2 изнаночные, 2 лицевые. То есть идем по рисунку. Изнаночная, лицевая, изнаночная, 2 лицевые, 2 изнаночные. И дальше вновь меняем петли местами, лицевые вперед, затем вяжем изнаночные и возвращаем лицевые на левую спицу. Провязываем их лицевыми. Дальше 2 лицевые и остаются петли изнаночной глади и кромочная. Разворачиваем вязание, 7-й изнаночный ряд вяжем по рисунку. Связала изнаночный ряд, поворачиваем вязание, 8-й ряд, кромочную снимаю, вяжу петли изнаночной глади и приступаю к вязанию колоска. 2 лицевые снимаю не провязанными, нить перед работой. Следующие 2 лицевые провязываем. Берем эти снятые петли лицевые не провязанные, возвращаем на левую спицу и вяжем их изнаночными. Затем 4 изнаночных, 2 лицевые, то есть идем по рисунку, изнаночная, лицевая, изнаночная, 2 лицевые, 4 изнаночных. Следующую пару петель меняем местами. Нить за работой, лицевые сняла, следующие 2 лицевые провязываю изнаночными. Непровязанные петли возвращаю на левую спицу и провязываю их лицевыми. Все, дальше остались у нас петли изнаночной глади и кромочная. Разворачиваем вязание и 9-й ряд вяжем по рисунку. Изнаночный ряд готов, разворачиваем вязание, 10-й ряд вяжем по рисунку. Я выполнила 10-й ряд, разворачиваем вязание и 11-й ряд также вяжем по рисунку. Изнаночный ряд готов, разворачиваем вязание и дальше начинаем повторять узор со 2 по 11 ряды. Вяжем так на необходимую длину. На этом у меня все. Не забывайте ставить лайки, подписывайтесь на канал, оформляйте спонсорскую подписку, если хотите получать дополнительные бонусы к видеоурокам. До скорых встреч, всем пока!